Всем привет! Рада приветствовать вас на нашем канале. Сейчас предлагаю приготовить к чаю мягкое тыквенно-овсяное печенье. Это один из самых удачных рецептов печенья, а самое главное, что он проверенный. Для приготовления теста понадобится одно яйцо, а также 100 грамм сахара. И дальше все нужно хорошо перетереть. Кстати, с таким количеством сахара печенье получается в меру сладкое. Теперь нам нужно добавить два вида масла. Это растительное масло без запаха и растопленное сливочное масло. Растопить его можно в микроволновке. Все хорошо перемешиваем. Теперь добавляем овсяные хлопья, но не очень крупные. Я беру обычные хлопья и буквально пару секунд измельчаю в блендере. И добавляем тыквенное пюре, которое я приготовила заранее. Сначала испекла тыкву в духовке на 200 градусов 15 минут, затем сделала пюре при помощи блендера. Все хорошо перемешиваем и обязательно нужно добавить немного соли. По желанию можно добавить сушеную клюкву или изюм, предварительно замочив в теплой воде и просушить на бумажном полотенце. Постепенно всыпаем пшеничную муку. Вместе с первой порцией муки добавляем немного ванилина, пол чайной ложки корицы и чайную ложку с горкой разрыхлителя. В зависимости от густоты тыквенного пюре муки может понадобиться чуть больше, либо чуть меньше. Вот такое тесто должно получиться. Оно очень мягкое и может показаться, что оно липковатое, но к рукам оно липнуть не будет. И если его потянуть, то оно не ломается, а именно тянется. Из теста я отрываю одинаковые кусочки и скатываю в шарики, примерно по 50-60 грамм. Затем шарики немного придавливаю, чтобы его толщина была примерно 2 сантиметра. Такое тесто очень удобно в работе, потому что не нужно пачкать стол мукой и все можно сделать в одной миске. Выпекать печенье будем в разогретой духовке на 180 градусов примерно 15-20 минут. Главное печенье не пересушить, чтобы оно было мягким и одновременно хрупким. Я выпекала печенье 20 минут и получились вот такие слегка румяные. Внутри она очень мягкая и нежная, как мини-булочки, а снаружи хрустящие. Еще из тыквы я сегодня предлагаю приготовить вкусные мармеладки к чаю. У меня тыквенное пюре, приготовленное заранее. Его можно смешать еще с яблочным пюре, так получится даже еще вкуснее. Берем сотейник с толстым дном, чтобы у нас ничего не пригорело. Перекладываем в него тыквенное пюре. Всыпаем к тыквенному пюре 100 грамм сахара и все немного перемешиваем. Также сюда натираем цедру одного лимона. И сразу подготовим еще пару ингредиентов. Лимон, с которого сняли цедру, разрезаем пополам и выдавливаем сок. Также берем дополнительно 80 грамм сахара, к нему всыпаем 25 грамм яблочного пектина и все хорошо перемешиваем. Пектин обязательно нужно вводить вместе с сахаром, чтобы он не пошел комочками. Ставим сотейник на плиту, все перемешиваем и нагреваем массу до температуры 40 градусов, постоянно помешивая, чтобы масса нагрелась равномерно. Когда тыквенное пюре довели до температуры 40 градусов, это займет примерно 5 минут на среднем огне. Можно всыпать пектин, смешанный с сахаром.
Всыпать можно дождиком и одновременно перемешивать. После того, как масса стала однородной, вливаем лимонный сок. Он нужен для того, чтобы пектин лучше выполнял свою функцию. Периодически помешивая, варим тыквенное пюре 20 минут на среднем огне. Если у вас есть термометр, то можете варить до температуры 105 градусов. Если у вас его нет, то варите примерно 15-20 минут на среднем огне. За это время масса слегка потемнеет. У меня масса получилась достаточно жидкая, но такая она получается не всегда. Все зависит от густоты тыквенного пюре. Снимаем с плиты и перекладываем в форму, застеленную пищевой пленкой. Также можно перелить массу в силиконовые формочки, специальные для мармелада, либо вылить в форму, как у меня, единым пластом. Теперь оставляем на стабилизацию минимум на 6 часов. Можно просто на столе при комнатной температуре или убрать в холодильник, так может стабилизироваться даже быстрее. После застывания нарезаем мармелад на квадратики. А затем обваливаем квадратики в сахаре, но это делать не обязательно. По вкусу мармелад получается плотненький, но одновременно мягкий и не твердый. С таким количеством сахара получается в меру сладкий мармелад и с небольшой кислинкой. Очень советую приготовить вам такие мармеладки, все-таки это намного лучше конфет с непонятным составом. Сейчас предлагаю приготовить на скорую руку тыквенно-творожные оладьи. Берем кусочек сырой тыквы и нужно его натереть на мелкой терке. Вот такая стружка у вас должна получиться. Перекладываем тыкву в миску побольше, добавляем 2 яйца и 200 грамм творога. Все немного перемешиваем, чтобы разбить крупные комочки творога. Теперь нужно добавить сметану, 1 столовую ложку с горкой. Вместе со сметаной добавляем сахар, его добавляйте по своему вкусу. Обязательно немного соли, можно добавить также немного ванилина и пол чайной ложки корицы. Это если любите, она отлично подчеркнет вкус тыквы. И дальше нужно все хорошо перемешать. Добавляем 1 чайную ложку разрыхлителя и вместе с ним добавляем муку, но частями. Количество муки у всех может быть разное, все зависит от продуктов. У кого-то тыква будет более сочная, либо творог более жидкий. Добавляйте по чуть-чуть и смотрите, какая будет густота. Вот такое тесто у вас должно получиться, оно довольно-таки густое. Разогреваем сковородку и жарить оладьи мне больше нравится на смеси растительного и сливочного масла. Выкладываем по 1 столовой ложке и жарим оладушки под закрытой крышкой с 2 сторон до румяного цвета. Жарятся они очень быстро. Такие оладьи можно приготовить к чаю на скорую руку. Получаются они ароматные, вкусные и очень просто готовятся. Ничего сложного. Посмотрите, какие они получаются внутри. Очень мягкие, нежные. В моей семье они разлетаются очень быстро. Сегодня предлагаю приготовить необычные вкусные сырники с тыквой. Берем 300 грамм творога, лучше всего берите творог от 5% жирности. Если у вас творог зернистый,
то его нужно пробить блендером. И еще один очень важный момент: творог обязательно должен быть сухим. Если у вас творог влажноватый, то его можно отжать через марлю. Добавляем сахар по вкусу. Я добавляю 2 столовые ложки, но здесь ориентируйтесь на сладость тыквы. И обязательно добавляем 1 чайную ложку корицы, 1 яйцо и 50 грамм вымоченного изюма. Теперь это все нужно хорошо перемешать. Берем кусочек тыквы весом 300 граммов. Нужно натереть на средней терке, но ни в коем случае не на крупной, иначе тыква не успеет приготовиться. Натертую тыкву добавляем к творогу. Если тыква у вас получилась влажноватая, то сначала ее нужно обязательно отжать. Всыпаю 50 грамм муки и 40 грамм манной крупы. И обязательно нужно добавить 1/4 чайной ложки соли. Все хорошо перемешиваем. Обращаю ваше внимание, что если у вас масса получается жидкой, то добавьте еще немного муки. После того, как все ингредиенты объединились, убираем в холодильник на 30 минут для стабилизации. Можно даже на ночь поставить, тогда масса станет гуще. Присыпаем дощечку мукой, выкладываем 1 столовую ложку творожной массы и тоже ее присыпаем мукой. Скатываем в шайбочку при помощи ножа, постоянно вращая кусочек теста. Сырнички можете сделать больше или поменьше, как вы больше любите. Затем разогреваем сковородку, вливаем немного растительного масла и выкладываем все заготовки сырников. Накрываем крышкой и обжариваем с 2 сторон до золотистого цвета. Из-за тыквы и корицы сырники получаются достаточно темные, но зато они очень вкусные. Я уверена, вам очень понравится. В этом видео я собрала самые вкусные и проверенные тыквенные десерты. Выбирай тот, который тебе больше всего понравился, и пробуй приготовить. Обязательно напиши свое мнение в комментариях. Нам очень приятно, когда вы пишете. И, конечно же, переходи на наш канал, потому что каждую неделю у нас выходит новое видео простых, домашних и вкусных рецептов. Переходи и подписывайся.